Всем привет! Сегодня приехал вот за таким автомобилем. Главная интрига — это если у него Porsche Demo. Все отлично, Porsche Demo есть. Значит, будем в пути заряжаться. Так, ну все стандартно. Вчера выехал из Вологды в час ночи, в 9 утра. Я уже на стоянке, приехал за машиной. Машина на летней резине, поэтому заехал, купил бэушную японскую Якогаму 2018 года с хорошим остатком. Короче, за комплект получилось 13 тысяч. Новый комплект стоит больше 20. Потому что машина на лете, а в выходные уже был снег на перевале, на Култуке. Все фуры стоят. Никто в горы не поднялся. Так, и здесь у нас что? Значит, время местное показывает 9:46. Сейчас попробуем уже сразу выехать. В принципе, в дорогу я закупился. Взял омывайку, антигравий. Пластырь у меня с собой был. Пакеты для шин, когда переобуюсь, чтобы в салоне не пачкать. Так, и что у нас тут? Значит, смотрим. Пробег у машины 33 725 километров. Потом я подробно все расскажу, покажу, что за машина, с какой оценкой купили, за сколько купили. Надписи тоже обязательно оттеру, чтобы не писали в комментариях. Автомобиль очень интересный. Сейчас попробуем зарядиться, посмотрю, где станции поблизости. Потом надо помыть машину и обклеиться. Так, все, мы уже на выезде. Сейчас моемся и обклеиваемся. Первая зарядка российским топливом. Так, осталось на остатке 20 километров. Сейчас на 2000 возьму, посмотрю, сколько залезет. Приехал в Сибирцево, это где-то 180 километров от Владивостока. Зарядка не работает. Зарядка невозможна из-за ошибки. По телефону никто не отвечает. Номер недоступен. Короче, тут зарядиться не получится. Пока автомобиль более-менее чистый, еще не обклеил. Показать по аукционнику, какие недостатки были. Ну и вообще про автомобиль рассказать немного. Значит, это у нас 2017 год. То есть подзаряжаемая версия. На батарейке он может проехать до 60 километров. Значит, по аукционнику у него оценка 4,5 А. То есть, ну, довольно-таки хорошее состояние. Косячки вот на бамперах есть. Такие вот подкрасы. Точнее, даже замазали. И на заднем бампере. У данного авто два порта зарядки. Это обычный Type 1, как на лифе, и Demo. Вот, кстати, большая разница американского приуса такого, вот японского. На американцах Demo нет. Комплектация, ну, такая средняя. Большой монитор. Комплектация S Navi. Да, вот большой монитор. Адаптивный круиз. Так. Также у нас имеются подогревы сидений, руля и подогрев зеркал. То есть, в принципе, это, можно сказать, что зимний пакет. Значит, предстоит проехать на нем около 9000 километров. Ну и по ходу движения будем разбираться, смотреть, что интересного есть,
какой расход, сколько он сможет проехать на электричестве. Ну, если я все-таки зарядку найду. Пока вот неудачный был опыт. По расходам, во сколько он обошелся, тоже все расскажу, покажу. Покупался он на аукционе в Японии. Таможился на дальневосточника, то есть без кнопки ГЛОНАСС. Так, Спасск Дальний, кафе Эдельвейс, зарядная станция Русгидро. HDMI не получилось подключить, только тип 1. Ну, вроде как заряжает, сейчас посмотрим. Так, 3,6 киловатта качает. Это через тип 2, вот через переходник. И вот такой вот коннектор. Так, машина пишет 2 часа 20 минут. Да тут мигают лампочки, как на лифе. Следующая станция в таком вот красивом месте. HDMI без проблем запустилась. Это горячие ключи, кафе, отдых. Так, зарядился я не до конца, зарядка отключилась. Заряжался минут что-то там 12. Запас хода 50 километров. Сейчас скрин приложу. Зарядка тоже бесплатная. Вечером первого дня добрался до Лучегорска. Конечно, с зарядками это все долго получается. Обычно проезжали Хабаровск к концу первого дня. Но зато опыт посмотреть, что и как работает. А работает в принципе неплохо. То есть по сути Хабаровск и Владивосток соединили. Зарядная инфраструктура, можно сказать, что есть. Так, тут зарядка медленная, 8 рублей киловатт. А вообще в Лучегорске находится самая крупная ТЭЦ на Дальнем Востоке, Приморская ГРЭС. Вот трубы видны. Основное топливо — это уголь с Лучегорского разреза. Ну да, удивительно было бы, если бы тут не было ни одной станции. Тут, кстати, две их. И да, это поселок городского типа, а не город. Утро второго дня традиционно начинается в кафе у Коляна. Вчера разговаривал с Перегоном, ну там типа кто где кушает. И вот он сказал, что у Коляна что-то, говорит, как-то не очень. Тараканы там, все такое. Не знаю, ни разу ни одного таракана не видел. Вкусно, недорого. Сейчас покажу вот завтрак свой. Итак, время 8 утра. Прекрасная погода. На улице плюс 3. Ну, днем будет, может, там плюс 10, плюс 12. Сегодня желательно переобуться в зиму. Зиму я уже показывал. Я купил во Владивостоке бэушную за 13 тысяч комплект 2018 года. По вчерашнему дню, значит, проехал я где-то 550-600 километров. Расход составил средний 23,9 километра на литр. Заряжался на 3 станциях, но по факту зарядил не очень много, там может киловатт 6-7. Это скорее больше как посмотреть, действительно ли работают станции, как это все организовано тут. Так, ну а сейчас двигаемся на Нижнебурейскую ГЭС. Это 300 километров, Амурская область. Там должна быть еще одна ЧДМ-ка от Русгидро. Ну, практически на трассе напротив Стеллы Москва-Владивосток. Тоже посмотрим, работает или нет. Если работает, то зарядимся.
Так, вот еще один важный энергетический объект Дальнего Востока, это Нижнебурейская ГЭС. Тут где-то сейчас зарядка будет, попробуем зарядиться. Прибился к каким-то тут перегонам. Вон их тут. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну вот на самой станции отображается сила тока 49 ампер, 17 киловатт. Статус зарядки 0,4 киловатта залетело. 22 минуты до завершения зарядки. 6 октября. Ну, станция стандартная. Кстати, это вот все комплексы самой ГЭС. Ну, ГЭС сама там. Так, все, зарядка закончила, заряжалась буквально 15 минут. Так, смотрим. Но все равно до конца ЧДМа не заряжает. Повернулся и пошел назад. На душе было гадко. Зачистка продлилась еще часа полтора. Так, прогноз 41 километр. Если выключить климат, то 48 километров. Но я этот заряд использовать не буду. Поеду в обычном режиме гибрида. Просто при заряженной батарейке расход будет все равно меньше, так как батарейка, она, ну, когда она заряжена, она как буфер работает. То есть она может и принимать в себя больше, и где-то на батарейке больше проехать, и из этого расход существенно падает. Зеленый сектор верхний — это как раз то, что доступно в режиме электрокара. Когда разрядится до нижнего синего сектора, это будет уже режим гибрид. Вот так вот народ машинки таскает. Вот Honda Shuttle, на жесткой сцепке к нему Prius. Бампера сняты. Дальше тоже на жесткой сцепке к Toyota Voxy. Вот такую защиту продают китайцы. Сантиметровый поролон, нарезан уже по форме. Сегодня третий день, около 300 километров до Читы. Такое вот туманище, ничего не видно. Сейчас машина проедет. Вчера очень быстро стемнело, часов 6, наверное. Так и не переобулся. На улице -2. Сейчас доезжаю до Читы и переобуваюсь. Хорошо, что снега нет, дорога сухая, но двигаюсь все равно потихоньку. И различными АО, ЗАО заросли густой травой и ползучими кустами. Те немногие люди, что попадались по дороге казакам, скрывались в лесу, завидев издалека крупный отряд. Интересная особенность у PHV. Пока двигался по серпантинам на подъезде к Чите, накопил почти 20 километров. Делается это легко. Когда двигаешься вниз по спуску, идет перезаряд батареи. Как бы энергия накапливается, но если не сделать одно действие, то как бы она будет израсходована. А надо просто нажать вот эту кнопку EV и потом обратно. То есть переключиться в режим электромобиля и затем обратно в режим гибрида. И тогда вот этот остаток, который рекуперировали, он остается. Получается, что так можно и всю батарейку набить полную.
Кстати, вот в этом большой плюс PHEV перед обычным гибридом, потому что гибрид, у него был бы уже избыточный заряд, и надо было бы двигаться в режиме B, либо на нейтралке. Ну, батарея бы просто не заряжалась, то есть энергия бы уходила на торможение колодками, либо на работу ДВС, ну, торможение двигателем. А здесь все как бы впрок, батарейка запасает энергию. Еще слышал, что есть кнопка, ну, как опция. Ну, может, на некоторых комплектациях в базе идет, я не знаю. Здесь комплектация S-Navi. Такая средняя, так скажем. То есть можно нажать какую-то кнопку, и у вас принудительно будет набиваться батарейка от двигателя, заряжаться. Здесь пока я такой кнопки не нашел. Ну, или может в меню где-то включается. Не знаю. Посмотрел погоду в Култуке. +2, 0. Мокрый снег. Но там на перевале, скорее всего, еще хуже. Так что переобуваюсь в Чите. Задняя подвеска у 5-го поколения уже не балка, рычаги. Управляется получше он. Передняя подвеска все то же самое, только вроде как диск тормозной помощнее, чем у 30-ки. Кстати, тоже подкрылки Скорпета, как на 35-м. Такие мягкие, для шумоизоляции. Хорошо. Как всегда, обед в талоне, ну или завтрак, когда как получается. Сейчас приберусь в машине. Такой вот срач. За шинку отдал 1200 рублей. В принципе, недорого. Наступает вечер 3-го дня, подъезжаю к Улан-Удэ. Погода хорошее, тепло, было до плюс 13 градусов. Сейчас солнце уже садится, плюс 11 показывает. К вечеру 3-го дня я добрался до Байкала, город Бабушкин. Сейчас посмотрим, какой же все-таки у него расход реальный в режиме гибрид по трассе. Заправлялся я в Чите 95-м на Роснефти до полного. Проехал. Так, это вообще пробег общий на данный момент. 3600 я проехал, это от Владивостока. Так, и на заправке я проехал 813 километров. Заправлялся под завязку 95-м. Так, комп показывает 22,4 километра на литре. Это ровно 4,5 литра на 100 километров. Ну, сейчас зальем также до полного и посмотрим, сколько реально получится. Но скажу так, что рельеф тут сложный. То есть постоянные серпантины от Читы до Улан-Удэ. И, кстати, да, расходомер тут показывает довольно-таки точно. То есть вот у меня остаток пишет 30 километров. Когда остаток будет 0, влезает где-то 40-41 литр. А бак всего 42. Ну там горловина еще плюс там. На 30-ке, например, когда уже прочерки моргают, там еще литров 5-7 может быть. То есть разница большая. Тут более точно считают. Вот сейчас 30 километров осталось. Но я думаю, влезет где-то 39, 38, 39 литров. Ну так и есть 38,5 литров. И вот такой вот прогноз на полном баке. 932 километра. Ну, в принципе. Кстати, перевел магнитолу на английский, там в менюшке есть. И тетя тоже стала разговаривать по-английски. В Култуке зарядиться не получается, потому что станция еще не работает. Сама станция находится на заправке Omni.
Волжский тракт. Снежок есть, конечно, но температура +2. Дорога, в принципе, сухая. Но все равно не зря переобулся, потому что буквально пару дней назад тут вообще жесть была. Это называется плюсовой расход. Спустился с Култукского тракта, накопил 20 километров. Это вот в левом верхнем углу цифра. Вот, еду, дождь идет, впереди машина с прицепом, из-под нее летит так хорошо. И вот заднее стекло. Оно реально чистое. Там нижняя, да, подзагрязнилась, а верхняя совершенно чистая. Так что метла тут, не знаю, особо не нужна. Кто на 30-ках ездил, наверное, знает, что есть проблема. Закидывает боковое стекло. И закидывает как раз в том месте, где обзор на боковое зеркало. А тут за счет того, что линия стекла опущена, в принципе нормально. Обзор хороший. Это я проехал, наверное, километров 500-600 по дождю. Сейчас вот дождь только закончился. Ничего не протирал. На 30-ке тут было бы вообще уже ничего не видно. Зарядная станция между Красноярском и Иркутском, город Нижнеудинск. Прямо на трассе федеральной у торгового центра Ермак. Все работает. Запустилась через приложение. 8 рублей за киловатт. Медленная зарядка. Тип 2 и тип 1. И тут же буфет есть, что примечательно. Круглосуточный. Часов 5 дня. Стою в пробке в Кемерово на выезде. На улице +7. В Красноярске никаких зарядок по пути не было. В Кемерово тоже все печально. Всего там 4 или 5 штук. Опять же, они не по пути. Так что время терять я там не хочу. Проверять, работают они, не работают. Ну и смысла особого нет. В Новосибирске, который через 300 километров, зарядок много, судя по Плакшар, но они все слева от трассы. То есть на трассе зарядок нет, от слова совсем. Так что заряжаться пока не получается. В Омске такая же картина, как и в Новосибирске. Ближайшее место, где можно зарядиться без потери времени и по пути на ЧДМ, это будет Тюмень. Остановился в кафешке «Хуторок» на обед. Это между Омском и Новосибирском. И у них вот территория тут такая интересная. Сказали, тут праздники всякие проходят. Ну, наверное, эти реставрации там какие-нибудь. Или реконструкции, как там правильно.
Хорошая кафешка, всегда тут останавливаюсь. В 10 утра 6-го дня, подъезжая к Екатеринбургу, очень сильное задымление. Это не туман, это дым. Вчера не доехал 150 километров до Ишима, и на вчерашний день мне оставалось около 2300 километров до дома. Неохота делить на 2 дня, поэтому сегодня встал пораньше и поехал. Постараюсь ближе к ночи уже быть дома. Вот Екатеринбург, 150 километров. Это, похоже, поля горят. И да, поехал я не через Тюмень. Не доезжая 100 километров до Тюмени, повернул налево, Исетская. Здесь трасса идет на Екатеринбург через Шадринск, Каменск-Уральский. В принципе, вот дорога отличная, трафик минимальный. Несравнимо, конечно, с движением между Тюменью и Екатеринбургом. Так что, несмотря на то, что ехать километров на 10 больше, все-таки тут получается быстрее. Ну и не так устаешь, потому что обгонов поменьше. После Екатеринбурга Пермь, Киров, Кострома, Ярославль и дома. Когда думаешь, вот чуть-чуть осталось до дома, прилетает скол, начинается дождь и пробка еще до кучи. Да, интересно наблюдать, как меняется дорога федеральная. Это вот подъезд к Перми со стороны Екатеринбурга. Глобально все расширяют, виадуки строят, дорога все лучше и лучше. Итак, надеюсь, сегодня последний день, 7-й. Вчера все-таки я заехал, заделал скол. Вот, вроде видно. Отдал 800 рублей. Все, конечно, осложнялось тем, что было воскресенье, 5 часов вечера. Естественно, мастерские не отвечали. В итоге откликнулся Александр Михайлович, спасибо ему большое. Скинул подробный адрес и к назначенному времени был на месте. Вся работа заняла минут 40. Он, оказывается, еще занимается обучением, ремонт стекла, замена стекла. Если кому интересно, ссылки оставлю в описании на него. Ну, вдруг, не дай бог, у вас тоже там будет такая проблема где-то в этом районе. Можно позвонить, обратиться. Очень много фур по обочинам валяется, особенно утром. Темно, дожди, темнеет рано. Люди как бы все равно продолжают ехать, засыпают. Так что если двигаетесь по трассе, захотели спать, начинаете кивать, лучше остановиться, пофиг там съехать с трассы, поспать буквально даже час и ехать дальше, если там опаздываете куда-то, еще что-то. Но ни в коем случае не надо терпеть, бороться со сном. Это все выливается вот в такие вот съезды с трассы, а в худшем случае еще и в аварии. Можно еще и на встречку выехать. Так, ну все, я практически в Вологде. Вся поездка заняла чуть больше недели. Ну, можно сказать неделю, потому что в понедельник ночью я выехал в Москву на поезде. В понедельник же вылетел днем во Владивосток. И во вторник утром в 8 утра я был во Владивостоке. Забрал машину, подготовился и в обед выехал в сторону запада. Прикреплю расходы под видео на перегон. Напомню, что тариф на ЖД и тариф на автовозы сейчас в районе 100 тысяч.
чтобы перевести вот легковую машину обычную. Ну там можно за 90 найти, но ожидание везде будет в районе 2-3 месяцев. Так что вот вам решать, как лучше. Либо ждать и переплачивать, ну либо, если есть возможность, забирать самим машину. Ну, если вы хотите в Японии купить, ну или во Владике. Единственный момент, да, вот скол поймал, 800 рублей отдал за ремонт. Ну, в остальном, в принципе, вроде все хорошо. Так, вот общий мой пробег за поездку. Вот общий мой пробег за поездку 9035 километров. Ну, 9000. По-любому одометр врет немножко. Плюс еще я ж не постоянно по прямой ехал, куда-то там заезжал. То есть какая-то погрешность есть. Ну вот Владивосток-Вологда по дороге через Пермь, Киров, получается около 9000 километров. Так, расход средний 28 километров на литре. Это чуть меньше 5 литров на сотню. Это при том, что я ночевал в машине. Машина постоянно была включена. Ну, спал, правда, недолго, там по 5-6 часов, иногда 4 часа. Вот. Но все равно, если как бы машина была бы заглушена ночью, то расход был бы еще меньше. Сколько конкретно по чекам ушло на топливо, тоже прикреплю, ну или выведу на экран. Задавайте вопросы, если какие-то появились. Пишите в комментариях свое мнение о машинке. Ну все, всем хорошего дня.